Всем привет, друзья! Сегодня у нас 25 февраля. Первый такой более-менее тепленький денек выдался. Нету бешеных морозов, дождей и прочего. Я выгнал тачку. Сегодня хочу провести такое маленькое ТО, вернее я уже провел беглый техосмотр. Так как зима уже близится к концу и скоро подводить итоги этой зимы, да, то есть что мы имеем с машиной за эту зиму, за этот сезон. Вот. В общем и целом, ребят, все хорошо. Машину нужно помыть, потому что я тут недавно попал в такое неслабое бездорожье, в лютую грязь. Слава богу, колеса для этого предназначены, как бы отработали на раз. Ребятки, вот так вот мы сейчас пробивались домой по кратчайшему пути. Утром выезжали в город, был мороз, а сейчас уже в обед вышло солнце. Солнце у нас уже весеннее, довольно-таки не слабо греет. Ну вот. Вот так вот мы наваливали. Но, слава богу, колесики отрабатывают на 100%. Вот наконец-то я их уже испытал в грязи, в хорошей, в черноземе, по полю, ну по дороге полевой грунтовки. Супер, вообще супер. Проехали не парясь. Сейчас будем чистить все это дело. Сегодня, друзья, хотелось бы поднять немаловажную тему для всех невоводов. Наверное, для каждого это больная будет тема. У меня уже есть видео на данную тематику на моем канале. Это, ребят, знаменитые неприятные люфты в трансмиссии. Стуки, так называемые, толчки, пинания, когда вы трогаетесь, когда вы сбрасываете газ, переключаете передачи. Опять же повторюсь, уже у меня есть видео на канале. Там у меня был еще автомобиль 2016 года, Нива. Были тоже люфты, стуки. Я поехал на станцию техобслуживания к хорошему мастеру. Мы с ним посмотрели вместе автомобиль, пообщались, я это все заснял, ребят. Но почему все-таки я решил снять еще одно видео, ребят? В первую очередь, потому что сменился автомобиль. Сменился автомобиль, был автомобиль новый, с салона 2016 года. Сейчас автомобиль 2004 года, то есть уже такой поношенный, как говорится, если так можно выразиться. Это во-первых. Во-вторых, все-таки опыт, ребят. Опыт, он не заставил себя, так сказать, долго ждать. Если ты связан с автомобилем Нива, то здесь либо набирайся опыта, либо не связывайся с этим автомобилем. Потому что для людей, которые рукастые, которые готовы ковыряться в автомобиле, этот автомобиль будет легок, прост и надежен. Для всех остальных это будет муки. Вот. Поэтому, ребят, сегодня мы обсудим, что вообще, что это такое, эти люфты, да, потому что в первом видео, как бы все равно, ну, я считаю, не полностью эту всю тему раскрыл. Сегодня вот постараюсь максимально вам раскрыть, рассказать, что это за люфты вообще, как они возникают, как с ними бороться, можно ли с ними бороться, ну, как вообще с этим жить. Давайте начнем, да, так сказать, обсуждение с того, что это за люфты, откуда они берутся. У нас есть автомобиль, в нем есть двигатель, он связан с коробкой передач. И как бы коробка передач это такое некое сердце, да, уже вот той самой трансмиссии. От коробки уже идет все остальное. То есть раздатка, промвал, карданы,
полуося, там все вот эти различные подшипники и прочее. То есть вот это все, ребят, это уже идет наша трансмиссия. Редуктора. Откуда берется этот люфт? Что это такое? Смотрите, друзья, вся наша трансмиссия, нашего автомобиля, трансмиссия, она состоит из такого единого, завязанного друг с другом механизма. И все это взаимосвязано, грубо говоря, на парах шестерень. Обыкновенные шестерни, которые мы привыкли в детстве, наверное, многие из нас разбирали старые будильники, часы настольные, доставали вот эти шестерни, то есть вот этот весь механизм. Вот, ребят, здесь то же самое. Только здесь это все больше, сильнее, так сказать. Но по сути вот это шестерни. Шестерни работают следующим образом. Когда вы запустили двигатель, вы начинаете, включили передачу, начинаете трогаться, это внедорожник, то есть у него шестерень, вот этих всех механизмов в 2-3, а то может и больше раз, больше, нежели у обычного автомобиля. Все эти механизмы, все эти шестерни, пары, начинают смыкаться. То есть начинает заходить, так сказать, зуб на зуб и зуб за зуб. Следовательно, происходит взаимная работа этого механизма, он начинает крутиться. То есть начинает крутиться мост, кардан, раздатка, промвал, то есть весь этот механизм начинает работу. Так вот, люфт, так называемые вот эти толчки и удары, ребят, это и есть то самое смыкание вот этих пар. Это может быть редуктор, это может быть раздатка, это может быть передние привода передних колес, это может быть кардан, это может быть задний редуктор, это могут быть полуося. То есть понимаете, что этот список, его можно продолжать вечно, потому что везде идет смыкание. Как происходит так, что появляются эти люфты? Ребят, конкретно будем обсуждать Ниву, Нива имеет эти люфты с завода. Даже правильнее будет сказать не люфты сами, а определенные допуски к этим люфтам. Что это такое? Когда создавалась трансмиссия этого автомобиля, инженерами, проектировщиками этого автомобиля, конструкторами, кто там это все придумывал и собирал, я не знаю. Именно такой был замысел. То есть так должна работать трансмиссия. Там должен быть минимальный ход, люфт. Для чего он нужен? Ребят, открывайте интернет, читайте, я это рассказывать не буду. Везде, ребят, в любом механизме есть определенные допустимые зазоры. Возьмите даже кузов автомобиля, допустим, там те же двери. У них есть зазор. Если этого зазора не будет, этот механизм открывания двери будет работать некорректно. Так и здесь. То есть это все сложное, ребят, довольно-таки просто. Я стараюсь просто максимально простыми словами для вас это изложить. Кому нужны научные термины, опять же, друзья, открываем Google и туда. Здесь таких терминов не будет. Я людям доношу максимально просто, чтобы можно было схватить и понять это на лету. Следовательно, если у нас с завода есть допустимое значение люфтов, как это проверить? Залазите под машину, беретесь за кардан, и по оси вращения кардана вы начинаете его крутить туда-сюда. У вас по-любому будет люфт, ребят. У вас кардан, вы беретесь за него следующим образом и начинаете его крутить. Я не буду сейчас крутить свой кардан, потому что у меня пары сомкнуты, и вот люфта никакого нет. Если сейчас буквально чуть-чуть катнуться, чтобы пары, так сказать, разомкнулись, я смогу это все дело ворушить. То есть беретесь за кардан и начинаете вот так ворушить. Если не ворушится, попробуйте катнуть автомобиль. Все это дело
ну, минимально, но будет ворушиться, ребят. Следовательно, вы берете за кардан, крутите его, у вас будут шевелиться пары и в раздатке, будет шевелиться привода передних колес, то есть хвостовики редукторов и одного и второго. То есть это все дело взаимосвязано. И вот таким образом вы можете проверить вот эти вот допустимые люфты. Если это все имеет там небольшой ход, ничего страшного, просто плавно работаем сцеплением и ездим. Те люди, которые пишут, что там люфта быть не должно, опять же, я не знаю, как на других автомобилях, речь идет конкретно о Ниве. Что новое, что старое, что вообще машину выгнать сейчас, да, с салона, я уверен, это присуще будет и вот этой Travel, и Chevy Ниве. Это все трансмиссия, ребят, она плюс-минус одна и та же. 21-й Нивы, неважно. Вы гоните автомобиль 21 года и автомобиль 81 года. Вот эти вот люфты будут примерно одинаковые. Если они, конечно, ну, не разбитые уже вообще в хлам. То есть, вы берете кардан, вращаете его по оси его вращения, именно по той траектории, по которой крутится кардан, просто туда-сюда. У вас по-любому будет люфт. В принципе, ребят, многие там измеряют по градусам, да, какой люфт, многие там по сантиметрам. Вы сами поймете, если люфт минимальный, он у вас не будет сильно крутиться. Вы увидите, как просто от того, что вы крутите кардан, у вас крутится вся трансмиссия. У вас шевелятся и привода, и задние редукторы, передние, я имею в виду хвостовики, не сам редуктор. Как возникает вот эта проблема, да? Когда вы начинаете трогаться, у вас происходит стук. Ребят, опять же, все просто. Смыкаются пары. Смыкаются пары, происходит стук в трансмиссии, они сомкнулись и пошли уже работать в оборот. Вы можете задать логичный вопрос, да, то есть, а как так, если там люфт, они смыкаются, стучат, они же могут разбиться. Ребят, конечно, могут. Могут разбиться и, я вам скажу, больше разбиваются. Разбиваются, но это процесс не такой уж быстрый, как вы думаете. Чтобы у вас там разбился, там, допустим, этот редуктор, да, там рассыпались пары внутри. Самих вот этих троганий, при этом с этим люфтом, да, вот этих минимальных стуков, ребят, их мало. В основном пары просто рвут на том же бездорожье, когда автомобиль начинают эксплуатировать, ну, люто. Я думаю, с этим, ребят, понятно. Сразу обсудим, как же с этим бороться вообще и как с этим жить. Ребят, бороться с этим, в принципе, никак. Кроме как с этим сжиться, не то что смириться, а именно сжиться. Смириться и сжиться — это разные значения. Смириться — это просто махнуть на это все рукой, пусть люфтит, там, стучит, пердит. А сжиться — это найти какой-то компромисс, да, между вами и вашим автомобилем. Так вот, вам нужно найти этот компромисс. Компромисс этот заложен в следующем. Многие люди пишут, и у меня под видео писали, что достаточно там поменять ступичный узел, поставить двухрядные подшипники или поменять там подшипники на полуосях, поменять полуоси задние, поставить усиленные привода. Ребят, это все не работает. Опять же, возвращаемся к началу этого видео, где мы с вами обсуждали, что это один большой единый механизм. И понимаете, если что-то в этом механизме вышло из строя, постепенно это отразится на работе всех последующих агрегатов. Я к чему веду? Не всегда вы решите эту проблему заменой, к примеру, да, там, ступичных узлов или приводов. Ремонт, в принципе, да, ремонт и вот это полное устранение вот этой проблемы, вот, чтобы у вас при трогании не было люфтов, в принципе, наверное, да, наверное, он реален.
Просто по той причине, что в нашем мире реально все, друзья. Это имеет только ряд минусов. Первый минус – это будет стоить вам космических денег. Потому что, чтобы найти, где именно происходит больший износ, нужно, во-первых, перебрать все агрегаты. Нужно поменять будет не только ступичный узел или там усиленный привод поставить. Возможно, у вас износ пар уже в редукторе. Возможно, под замену карданы, промвал. Те же, может, ступичные там подшипники. Те же привода. То есть вы должны понимать, что это внедорожник. Он имеет 2 моста, следовательно, 2 редуктора. Он имеет привода колес, да. То есть очень много различных деталей и механизмов, ребят, которые друг с другом связаны. И полностью устранить эту проблему вам будет крайне тяжело и дорого. Есть люди заменяют трансмиссию максимально на там какие-то тойотовские аналоги, то есть уходят от завода. Почему? Потому что поменять редуктор один на другой, вазовский, да, к примеру, или там те же привода, ребят, я вам еще раз повторяю, у вас как был люфт, он так и будет. Возможно, вы просто приведете его в меньшее значение, да, именно значение, которое допускаемо заводом, изготовителем. Вы не уберете его полностью. Этот люфт, он сделан заводом. И чтобы вам от него избавиться, вам нужно переделать заводское. Крайне мало людей это делает. И кто бы что ни писал, что это там то, да это вот то, да я там поменял подшипник, все нормально. Ребят, либо 3 варианта. Я не хочу никого обидеть, опять же, это мое мнение. Я вижу в этом 3 варианта. Либо человек не обращает внимания на вот этот даже минимальный люфт трансмиссии, он его не видит, поэтому он будет кричать, что у него его нет, или он его исправил. Либо он просто ни на что вообще в автомобиле не обращает внимания. Такие люди есть. У него все гремит, скрипит, он будет кричать, что нет, у меня в машине все хорошо. Либо 3-й вариант, самый плохой, да, самый злой, человек просто врет. Такие люди тоже встречались. Лично со мной была история. Мой дальний знакомый, когда я еще жил в Москве, у него была Нива 2008 года. Он бился в грудь, и у нас прям с ним такая ярая дискуссия произошла по поводу этих стуков. Человек утверждал, что у него в автомобиле этих стуков нет и никогда не было. Я попросил сесть за руль, просто тронуться. Ребят, я тронулся и тут же услышал этот стук. Человек сел рядом со мной, я ему показал этот стук, он на меня смотрел с просто ошеломительными глазами, как так, а как так получается, а вот у меня их нет. То есть, либо ты просто умеешь правильно пользоваться сцеплением, это мы позже обсудим эту тему, либо ты их просто не замечаешь. Вот и все, ребят. Эти люфты присущи каждой Ниве, каждому поколению, каждой модели Нивы. Это есть. Далее. Как с этим бороться? Опять же, мы обсудили, что да, в принципе, да, возможно это устранить путем какого-то вмешательства механического, да, то есть что-то поменять, что-то доделать, переделать, но это будет крайне сложно и крайне дорого. Я не советую, ребят, этим заниматься, если у вас, этот люфт не выходит уже за рамки дозволенного. То есть, если у вас там вообще кардан просто вот так вот болтается, я не знаю, там на 180 градусов, понятное дело, что вам пора в сервис, либо вам пора разбирать это все дело и искать причину и менять. Если у вас допустимый люфт, все, что вы можете сделать, дабы смягчить этот люфт, а возможно даже полностью его вообще изолировать, так сказать, это правильно работать с сцеплением. Я об этом говорил в первом видео, об этом говорил мастер, об этом говорит даже большинство адекватных, знающих блогеров, нивоводов. Вы можете посмотреть. Ребят, это только работа с сцеплением. Я об этом говорил еще, 2 года назад.
Правильная работа с сцеплением. Что я подразумеваю под правильной работой сцепления? Мы привыкли как? Вы выжали сцепление, включили передачу, сцепление бросили, на газ топанули, происходит резкое смыкание пар, происходит стук. Все очень просто. Дабы пары смыкались плавно и постепенно, ребят, нужно работать с сцеплением правильно, так как учат в автошколе. Я думаю, я надеюсь, все из нас, да, как и я в том числе, учились в автошколе, сдавали на права, не просто их купили, ребят. И лично меня, мой инструктор, да, учил так. Ну, я уже умел ездить, да, как бы меня мой дедушка, мои родители научили еще давно, но, тем не менее, да, говорим об инструкторе. Инструктор учил так. Выжимаем сцепление, включаем передачу, чуть-чуть буквально начинаем давить на газ и плавно отпускать сцепление. То есть происходит вот такой маневр. Плавно отпускается сцепление, плавно нажимается газ. Все, вы тронулись, тогда вы уже можете ехать, делать это более, так сказать, ну, резко. Когда человек уже привыкает к вот этой работе сцепления, он не замечает, как он все это дело там жмет, да, будем это так называть. Именно поэтому возникает вот этот люфт. Ребят, научитесь работать правильно педалью сцепления. Должна быть минимальная, я подчеркиваю, минимальная перегазовочка. Да, многие сейчас могут сказать, блин, как так, это ж плохо для сцепления, будем сжечь сцепление. Ребят, вы не сожжете сцепление таким минимальным, да, нажатием на педаль газа. Вам достаточно просто чуть-чуть нажать, чтобы поднять обороты и потом плавненько отпускать сцепление. У вас пары плавненько сойдутся, и вы поедете. Все. Это что касается трогания. Эти люфты могут происходить и при переключении передач, особенно с первой на вторую, со второй на третью. На более высоких передачах, скоростях этого уже не происходит. Потому что, почему? Да? Потому что там весь механизм уже крутится на скорости в едином сцепленном, так сказать, виде. А на вот этих скоростях маленьких, когда машина, грубо говоря, раскачивается, пары еще смыкаются. Вот и все. Смотрите. Опять же, то же самое. Более плавно работать с переключением передач, именно с работой со сцеплением. Вы сцеплением можете, ребят, полностью погасить вот эти стуки. Что касается меня, да, я приспособился работать педалью сцепления следующим образом, так что у меня этих люфтов не чувствуется вообще. Что на одном автомобиле, что на вот этом автомобиле. То есть я научился и привык, да, ногами работать так, как положено, как нужно. Я трогаюсь, даже уже, да, у меня ноги привыкли к тому, что даже если мне нужно резко стартануть, вот быстро, да, у меня этот люфт либо будет совсем минимальный, стук я имею в виду, либо его не будет вообще. Вот как бы, ребят, чего советую и вам. Собственно, в принципе, я думаю, все понятно с этим делом. Теперь, друзья, последнее, да, что я хотел подытожить эту всю тему, чем? Это сравнением вот двух Нив. У меня уже вторая Нива. Первая Нива была, у которой была та же проблема. И когда я покупал автомобиль, для меня было это очень важно. Сесть в автомобиль, да, и попробовать на нем тронуться. То есть не ехать, ничего, просто вот дернуться, тронуться. Таким макаром вы можете сразу проверить всю трансмиссию. Вам даже не обязательно лезть под автомобиль, ребят. Потому что вот этот люфт, да, допустим, я знаю, как автомобиль должен себя вести с этим, допустимым люфтом. Какой стук, какое вот смыкание пар будет. Если ты трогаешься, и там просто бешеный стук, я не знаю, там просто, все разваливается, понятное дело, что трансмиссию надо будет лечить. То есть все, что там надо будет лечить, это уже вопрос другой. Когда я сел за руль этого автомобиля, тронулся, знаете, что я как бы понял для себя? Что
в этом плане по поведению автомобиль такой же точно, как был у меня. Только то был автомобиль 2016 года, а это 2004 года. Разница этих двух машин в 12 лет. Понимаете? И люфт, вот, что на том автомобиле был, что на этом автомобиле есть, и он, в принципе, одинаков, что там, что здесь. Поэтому, друзья, если вы будете более бережно эксплуатировать свой автомобиль, без всяких вот этих выпендрежев, на светофорах дергать, там, бешено переключать передачи с просто бросанием газа, там, потом резким поднятием оборотов. Ребят, если вы научитесь нормально ездить, нормально себя вести за рулем, как положено, вы с этим люфтом проблем знать не будете. Ничего там у вас не разобьет, ничего там не будет вообще происходить. Регулярно меняйте масло, как это положено по регламенту, да, то есть я советую менять масла в трансмиссии там каждые 25 тысяч, чуть-чуть пораньше. Это не те такие большие деньги, да, это не какая-то там тяжелая работа, но это будет лучше. Ребят, ну уже максимально подробно просто рассказал, я не знаю, уже на пальцах объяснил, что это за люфты, как с ними бороться, как решать, от чего это вообще растут ноги, так сказать, у этих люфтов. Есть одно видео, где я общался с мастером, есть уже это видео другой машины, то есть мы уже сравнили два автомобиля Нива. Ребят, ну уже подробнее некуда. Уже, я надеюсь, в этой теме мы поставим жирную точку, и эти два видео вам будут помогать. Также, друзья, забыл сказать в начале видео, что у нас на канале праздник, юбилей. Нас уже 2000 человек. Ребят, 2000 человек — это уже огромная, просто беспощадная банда на Нивах, нормальных, ровных мужиков, пацанов, возможно, девушек даже, да. Было бы приятно видеть нивоводами девушек. Это прикольно, я считаю. Поэтому, друзья, поздравляю вас, поздравляю себя с этим знаменитым, таким значимым, не знаменитым, значимым событием для нашего канала. Надеюсь, дальше у нас будет идти все только лучше, лучше и лучше. И в будущем мы будем устраивать встречи, будем проводить какие-то мероприятия вместе, ездить по городам. Друзья, я думаю, это будет интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, как считаете нужным. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Ребят, общайтесь. Рад каждому, каждого ценю. Здоровья, счастья, любви. Пока.